Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. Я недавно в интернете встретила мастер-класс по изготовлению вот такой красивой, очень реалистичной розы. Посмотрите, она как настоящая. И у меня так прям аж зачесались руки, как мне хотелось сделать такую же розочку, повторить это. Очень долго я там вглядывалась, как это все складывается, эти листики, но в итоге у меня получилось, и на деле оказалось не так уж это и сложно. И сейчас я хочу вам показать, как я делала. Вот такую ленту я взяла, у меня была дома такая, вот 4,5 сантиметра ширина этой ленты. Ничего специально не покупала, взяла вот какая есть. Кто-то мне отдавал, либо это со свадьбы ленточки. В общем, я уже и не помню. Вот так я отрезала кончик, чтобы ровный был. И смотрите, вот таким образом я складываю. Вот видите? Вот этот хвостик, так, ну где-то 6 сантиметров. Потом я складываю вот так. Видите, такая как бы стрелочка получается. Вот. И вот этот хвостик загибаю параллельно вот этой боковой линии. Вот, смотрите. У меня немножко получилось лишнего. Можно отрезать, но я отрезать не буду, просто немножечко сейчас перемещу вот так вот подальше и снова сложу. Стрелочку складываю и кончик вот так заворачиваю. Вот. Все, линии у меня параллельны. Все, можно теперь вот это вот заколоть булавочкой, чтобы у нас ничего не разошлось. Так. Руки у меня еще после болезни трясутся от слабости. Я аж прям переживаю, как бы на совсем не осталась эта трясучка. Вот, первый этап у нас пройден. Теперь вот я показываю по этой линии. Я буду ориентироваться параллельно ей, складывать. Вот видите? Вот так вот раз. Вот смотрите. Параллельно линии. Вот, сложила, вот так свернула. Вот. Теперь переворачиваю таким образом. И теперь вот эту верхнюю линию я складываю пополам. Вот так, раз, на себя. И видите, у меня такой тоже как бы уголочек получился. Вот он. Тоже такая как бы как указатель, стрелочка. И теперь параллельно опять боковой линии, вот так я перевернула, чтобы удобно было, и кончик я опять заворачиваю наперед сюда. Вот. Вот видите, линии параллельные опять у меня. Все. И теперь я здесь тоже булавочкой заколю. Все, вот такое вот оригами сложилось. И теперь лишнее я отрежу. Вот такая деталька получилась. И таких деталек нужно будет сделать всего 9 штук. Здесь я оплавлю край. И с этой стороны оплавлю. Ну, первый краешек можно вообще сразу оплавлять. Я просто не оплавила, забыла. Вот сейчас оплавлю тоже. Все. И вот таким вот, как бы вот этой стороной я складываю их, вот буду делать, и все одинаково буду укладывать в рядочек вот этой стороной, как бы я ее считаю лицевая сторона. Так, сейчас вот оставшиеся сделаю. Все, первый этап завернула, на другую сторону завернула, заколола и отрезала. Все, краешек оплавила. И вот так одинаково буду укладывать одну за другой. Всё, вот. Свернула стрелочку на себя, заколола. Опять свернула параллельно, уголочек отвернула, опять на себя, заколола.
Все, отрезала лишнее, оплавила. И здесь тоже. Вот. 3 и 4. Вот. Свернула стрелочку на себя, заколола, подвернула, перевернула уголочек и опять на себя. И заколола, отрезала и оплавила. Когда уже прям поймешь именно, как это все делается, сворачивается, когда доходит, тогда это уже прям как по маслу идет. Быстро. И уже сейчас мне кажется, что это несложно. Хотя попервой я прям не могла никак понять. Думаю, да что ж такое, вертят, крутят, не пойму, как там все это делается. На самом деле оказалось просто. Ну, роза получается шикарная. Вот смотрите, 5 штучек я заготовила. Сама роза состоит из 3 частей. Вот эти 5 штук, это у меня для первой части. Это как бы идет основа, самая большая часть, нижняя. Потом будет серединка из 3 частей и самая середка из одной части. И теперь смотрите, вот я взяла и вот так вот, видите, я уголок с уголком прикладываю. Сейчас я вот переколю немножко повыше иголочку, чтобы она не мешалась. Вот. И вот смотрите, видите, я уголок с уголком сложила, совместив линии. Сейчас я сразу вот отсюда начну прошивать. Вот смотрите, я уголочек оставила и начинаю иголку протыкаю уже после уголочка. И смотрю вот с обоих сторон, чтобы захватывать вот так вот все вот эти вот свои завиточки. Вот так вот сейчас дойду до следующего уголка. Вот. Видите, вот он уголочек остался. На длинный уголок, последний, я первый уголок накладываю коротенький. Вот смотрите, вот так. И линии совмещаю нижние на уголках. И продолжаю собирать на нитку по этой же нижней линии. И так вот иду до следующего уголка. Сейчас это чуть-чуть ускорю. Опять вот дойду сейчас до уголка. Следующую детальку беру. И вот этот первый коротенький уголочек накладываю вот на этот. Вот так, видите, линии совмещаю. И дальше прошивать буду. И так все детальки. Одну за одной. 5 штук. Вот опять коротеньким уголочком накладываю на длинный и дальше прошиваю. Все, и последний также. Но здесь последний, вот смотрите, тут вот я сейчас вижу, я перепутала. Я этот момент вырезала, мне потом пришлось назад все это переделать. Вот эту последнюю детальку, 5-ю,
я подпорола немножко, ну, распустила нитку и перевернула уголок, потому что я его неправильно пришила. И теперь уже, когда у нас пришито все, таким же способом соединяем. Опять уголок на уголок наложила сверху и прошила. Так что вот здесь надо внимательно, чтобы все были вот эти детальки в одном направлении. Тогда без ошибок все получится. Теперь я убираю иголочки. Все иголочки вытаскиваю. Вот так. Все, вот такая деталь получилась. И начинаю затягивать, стягивать вот эту нитку. Вот таким образом. Все это стянется, оно само по себе не до конца. Останется небольшое отверстие. Это так и надо. Ну вот, поэтому сильно там можно не тянуть, чтобы совсем ничего не было отверстия. А вот такое вот небольшое отверстие должно там светиться в серединке. Все, закрепила, отрезала. Вот это у нас одна часть готова. И вот еще у меня 4 детальки я сделала такие же. И вот одну детальку, видите, я завернула вот таким вот руликом. Вот смотрите, сейчас покажу. Просто я начала снимать, а потом уже когда сделала, увидела, что у меня камера отключена была, оказывается. Вот сейчас я уберу иголку и покажу. Вот так я взяла детальку такую, закрутила. Такой вот колбасочкой. Все, и закрепила ниткой. И у меня получилась серединка для розочки. Так, сейчас я тут назад заколю. Как было. Вот. Вот серединку сделали. А эти 3 штучки я закрепляю, скрепляю между собой точно так же, как и первая деталь была сделана. Также вот рядочком, одну к одной. Сейчас быстренько все пришью. Уже я знаю, как это все делать. У меня уже все быстро получается. Все, вот опять уголок на уголок положила. И прошиваю дальше. Так, и третью. Все. И закрепляю. Замыкаю круг, так сказать. Также убрала иголочки, стянула на нитку. Здесь уже потуже, но тоже маленькое отверстие там остается. Как раз вот под третью детальку, серединочку. Так, вот сейчас подтяну хорошенько. Расправлю складочки. Вот так. Все, и закреплю. Вот такая получилась деталька. Теперь я вот эту вот самую середку вставляю внутрь средней детали. Вот. Подправила все и зашиваю. Зашиваю, кстати, вот эти уголочки, которые оставались, да, как бы мне сначала казалось выпирающими, ненужными, они как раз вот здесь очень хорошо пригодились. Я за эти уголочки и пришивала. И получается как раз ровненько все. И у розочки потом впоследствии с задней части очень приличный вид получается. Вот смотрите, какая середка. Так, и теперь эту уже у меня среднюю деталь, совмещенную вместе с серединкой, я вставляю в третью детальку. Вот так. Подравниваю здесь и дальше пришиваю опять вот за эти уголки.
выпирающие. Вот видите, они торчат, вот эти уголочки. Я за них как раз беру и пришиваю. Ну, получается просто чудо. Так мне нравится. Я вчера вообще, я сделала сразу столько идей в голове и сумку на лето. Ну, не такие яркие тона, какие-нибудь пастельные тона, если взять, сумку украсить розами. Но вот эти вот я внучке пришью резиночки к ним и внучке сделаю резинки, подарю для хвостиков. Много. И как брошь можно использовать, под платье подобрать цвет и сделать вот такую вот брошь. Чудо получается. Очень красиво. Она так реалистично смотрится. Очень красиво. Сначала может показаться, да, что это как-то замудрено, сложно, но на самом деле нет. Нет, просто немножечко нужно терпения, чтобы чуть-чуть разобраться. И потом вот вы убедитесь, что это просто. Ну и листики. Листики вот так я свернула кусочек ленты, отрезала с закруглением таким вот. И вот так зажигалочкой и пальчиками приплюснула край, чтобы он соединился. И таким образом сложу. Сейчас вот здесь вот немножко дырочку. Но у меня, правда, не очень как-то получалось, чтобы оно у меня как склеивалось. Не знаю, может быть, я что-то не так делаю. Я же учусь. Вот. Первый раз я вот это все, и листочки такие, так вот первый раз делала. Ну, тоже посмотрела, как в интернете, и вот попробовала. Ну, видите, какие розы получились. Но мне очень нравится. Поэтому я всегда говорю, любой человек может повторить то, что сделал кто-то другой, было бы желание. И в рукоделии тоже я всегда так говорю. Если я, например, сейчас в какой-то области рукоделия чего-то не достигла, но это просто моя лень виновата. Это просто потому, что мне лень, да неохота. А когда чего-то очень сильно захочется, то всегда получается. Садишься, делаешь, как говорят, глаза боятся, руки делают. Вот такой вот третий листочек у меня уже готов. Вот так. И все, и можно пришивать. Все, сейчас пришью к розочке эти листики, и у меня все готово. Останется потом пришить резиночку, и внученька моя будет очень-очень рада такому подарочку. Вот так. И особенно мне еще то, что нравится, что как бы с изнанки это все смотрится очень-очень прилично. Что тоже немаловажно. Так. Все. Вот смотрите, какая у меня роза получилась. Прелесть. Прелесть, да и только. Обязательно, обязательно себе на это лето сделаю сумку с такими розами. Но тона возьму такие более мягкие, пастельные. Можно шляпу сделать с такими розами. Это же вообще будет. Представляете, как красиво. Женственно. Смотрите. Много-много можно всяких идей. Можно ободок с такими розами сделать. Смотрите, уже я сколько перечислила, да? Заколка, резиночки для деток, ободок, сумка, брошь. Может быть, еще что я не придумала, кто-то другие придумают еще какие-то идеи. Посмотрите, как классно. В общем, я весь вечер любовалась на вот эту красоту и налюбоваться не могла. Вот, а у меня на сегодня для вас все. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео.
Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто сегодня впервые попал на мой канал, приглашаю, подписывайтесь на мой канал. Будем с вами дружить, вместе рукодельничать. А я желаю всем всего хорошего. Всем пока-пока. До следующих новых встреч.